Пришло время разоблачить коррупцию в нашей денежной системе. Это величайшее зло, которое когда-либо видел мир. Настало время, чтобы мир объединился любыми средствами, чтобы искоренить это преступление раз и навсегда. Истинные цели правящей кабалы гораздо более тревожные и зловещие, чем может себе представить большинство людей. Элита психопатов правит миром. Относительно небольшая группа сатанинских психопатов, организованная в соответствии с масонской сектантской идеологией, которые имеют неограниченное влияние и ресурсы в своем распоряжении. У этих людей нет сострадания, они преследуют свои цели, основанные на необоснованной логике, полной лжи. Их планы ведут нас прямо в болото родословной архонтов, с матрицей управления аннунаками и дракорептилиями. Нигде в письменной истории искусство делать деньги из чего бы то ни было более развито, чем в древней Хазарской империи, которая развилась из кочевых разбойничьих кланов, действовавших на западных караванных путях, в горах Кавказа, к северу от Ирака, между Черным и Каспийским морями. Регионы. К X веку хазары создали империю, простиравшуюся на север от Черного моря до Уральских гор и на запад от Каспийского моря. До Днепра только христиане и мусульмане считали, что взимание процентов по кредиту, которое тогда называлось ростовщичеством, было грехом. Но евреи могли открыто взимать проценты по кредитам. Делали ли они это из практических соображений или из искренней религиозности, хазарские аристократы заявляли о своем обращении в иудаизм. Среди них Ротшильды, которые управляли Европой в финансовом отношении более века и продолжают это делать, доминируя в мировой финансовой системе. Они являются финансовыми покровителями Рокфеллеров и других богатых семей архонтов. Важно отметить, что ни один из этих обращенных хазар не имел никакого отношения к евреям, однако они утверждают, что являются евреями-сионистами. Более того, евреи не сионисты, а сионисты не евреи. Банкиры Ротшильдов запланировали захватить нашу цивилизацию и стереть с лица земли до 90% населения посредством множества тайных операций, включая войны, порчу нашей воды, воздуха, а также различные программы. Тем временем исламским наемникам щедро платят за захват США. Главная задача Трампа – использовать военных для устранения этих предателей клики. Контроль, мародерство и эксплуатация ради богатства и власти глубинное государство управляет этой секретной операцией, используя негативные принципы драконьих рептилий, черной знати, Ватикана, иезуитов, иллюминатов и монархий, сгруппированных под названием «Хазарская мафия». Управляется нацистами, ЦРУ и группировками коррумпированного ФБР. По сути, вся система органов, судебных администраторов, судей, адвокатов и поддельных судов является частью этого великого фасада, нарушающего несомненные права человека, когда-то данные нашим Творцом. Все религии на протяжении тысячелетий пытались скрыть настоящие ответы о том, кто и что мы, люди, на самом деле, усилить свой контроль над нами, ограбить и эксплуатировать нас ради собственного богатства и власти. Как будто этого было недостаточно, они совершают отвратительное действие против членов нашего общества, особенно слабых и молодых. Что наглядно продемонстрировано продолжающимися независимыми расследованиями, подкупленные политики, глобалистские финансисты, как евреи, так и нет, десятилетиями копировали методы управления деньгами банковской династии Ротшильдов. Важной частью этого контроля является полная секретность. Использование политики подкупленных политиков, которые служат их марионетками посредством шантажа и являются объектами общественного гнева и активности. Позволить глобалистам действовать вне поля зрения общественности, без участия. Своими фальшивыми деньгами они насильно лишают рабочий класс реального богатства. Начинаются фальшивые войны, чтобы триллионы из экономики Мейн-стрит оказались в их собственных карманах. Совершив крупнейшую кражу в истории, они читают лекции бедным жертвам о глобальном потеплении, расизме и гендерных проблемах. Богатство равно власти, эти паразитикраты определяются такими именами, как иллюминаты, инсайдеры, глубинное государство, хазарская мафия Ротшильдов, РКМ, клика, элита, истеблишмент или сильные мира сего, ПТБ. Кто руководит масонским еврейским картелем Центрального банка, ЦРУ, Ми-6 и Моссад,
транснациональные корпорации, правоохранительные органы, образование и средства массовой информации с целью порабощения человечества. Изобретение печатного станка позволило печатать деньги, а также их версию Библии, что привело к эпохе Просвещения и падению Римской Церкви. Это был момент, когда деньги могли заменить религию в качестве нового механизма контроля для богатой элиты. Богатство равняется власти, постоянно выпуская новые деньги, которые фактически вырываются из рук общественности и передаются в руки международного банковского картеля. Является основным средством угнетения, чтобы создать богатых богов и бедных душ. Из-за применения этих тайных средств угнетения общественность потеряла свою свободу. Чтобы вернуть себе свободу, люди должны массово сломить власть Ротшильдов, которые по колониальному сценарию поставили вне закона честные деньги народа. «Банковские учреждения более опасны, чем постоянные армии», сказал Джефферсон, и что основная сумма, которую будут платить потомки под именем финансов, является крупным мошенничеством в будущем, добавил Джефферсон. Это поддержка денежной аристократии Ротшильдов. Право тратить деньги должно быть отобрано у банков и возвращено обществу, которому оно по праву принадлежит. Ложь порождает коррупцию, это все один большой обман, сверху донизу и везде между ними. Ложь разная на каждом уровне. В результате глобальная коррупция, такая как среди прочего, взятки, шантаж, незаконный оборот, отмывание денег, глобальная продажа оружия, контроль над разумом, торговля. Энергия страха этих жестоких, ужасающих ритуалов используется для питания очень реальных развоплощенных существ, которые живут на другом частотном уровне на нашей планете, за пределами нашего поля зрения. В мире насчитывается до 200 миллионов чипированных публичных миньонов, которые являются либо гибридами Драка, либо клонами, либо оборотнями, полностью испорченными миньонами, которые стали средним звеном в этой причудливой матрице управления вне мира. Они бредут и трудятся, делая то, что им говорят, не имея реального представления о том, к чему все это приведет. Эти двойники просто не от мира сего, хотя понять и принять это сложно. Проникновение на высшие уровни финансов группе поклонников сатаны, люциферианству, сатанизму, поклонению Ваалу удалось. Проникнуть в высшие финансовые круги, Ватикан, правительство, вооруженные силы, религии и даже в многовековые тайные общества. Такие как тамплиеры и иезуиты, масоны и мальтийские рыцари правят миром по сей день. Их ложь стала настолько большой, что ее почти невозможно отличить от правды. Эти люди также проникли в военное руководство, банковское дело, генеральных директоров корпораций, духовенство, руководителей СМИ, высших судей, высших сотрудников правоохранительных органов и ведущих юристов. Кроме того, голливудские продюсеры и актеры, а также режиссеры и руководители агентств, таких как АНП, ЦРУ, ФБР, МНБ, КГБ, ФСБ, Моссад, Ми-5 и Ми-6. Все эти агентства и институты разделены на части, и им сообщается лишь небольшая часть того, что планируется, по принципу необходимости знать, так что они могут выполнять свою часть плана, не зная конечных целей. Об остальном им врут. Излишне говорить, что если бы им рассказали всю повестку дня, они бы не захотели участвовать. Через глобально контролируемые СМИ тщательно распространяется непрерывный поток негативных новостей. Важно для их контроля над нашей реальностью. Вся история человечества вращается вокруг мессианско-сатанинского иудаизма, хасидизма, все выдумано. История и политика – один великий фильм, и они – режиссеры, воплощающие в реальность ветхозаветные пророчества. Они завоевали масонство, создав мим иллюминатов. Через Ротшильда, Джейкоба Франка, Вейсгаупта они заключили договор с британской монархией, когда финансировали Вильгельма III, чтобы тот стал королем. Они поставили британских королевских особ во главе масонов. Они создали современную банковскую систему и ФРС. Через Ротшильда они создали сионизм, мировые войны и так далее. Они правят через своих марионеток. Ротшильды, чьи предки были частью хасидского культа, и Рокфеллеры являются ведущей силой КФР, Бильдербергской группы, трехсторонней комиссии и так далее. Сейчас мы находимся в конце времен. Они пытаются разжечь предсказанную Третью мировую войну,
Подробнее здесь. Хазарская мафия, ведет тайную войну против людей и всех суверенных наций, используя терроризм в стиле гладиа под чужим флагом. Через незаконную и неконституционную федеральную резервную систему и центральный банк, чтобы проникнуть и захватить все банковские учреждения по всему миру посредством применения вавилонской черной магии. Также известной как вавилонская магия денег или тайное искусство делать деньги из ничего, эксплуатируя власть от пагубного ростовщичества, накапливать проценты. Эта вавилонская денежная магия включала в себя замену золотых и серебряных депозитов бумажными кредитными сертификатами, что позволяло путешественникам путешествовать со своими деньгами в форме, которую можно было легко заменить в случае потери сертификатов или их кражи. Интересно посмотреть, как проблема, начатая хазарами, также решалась ими по принципу проблема, реакция, решение. Наконец хазарский царь и его небольшой двор проникли в Германию с группой под названием Бауэр. Они представляли царство и продолжали свою систему зла, управляемую Ваалом. Бауэры из дома Красного Щита во Франкфурте на Майне представили свои тайные ритуалы, они проникли в британскую банковскую систему и захватили ее, а затем захватили всю английскую нацию. У Бауэра, Ротшильда, было 5 сыновей, которые проникли в общество, чтобы захватить европейскую банковскую систему. Лондонский Сити и центральную банковскую систему посредством различных хитроумных тайных операций, включая ложное сообщение о победе Наполеона над британцами, когда на самом деле он потерял. Это позволило Ротшильдам использовать мошенничество и обман для кражи богатства английской знати, землевладельцев и людей, которые вложили средства в банковские учреждения. Ротшильды создали частную фиатную банковскую систему, которая специализировалась на изготовлении фальшивых денег из воздуха. И взимали с людей пагубные процентные ставки, потому что они были вынуждены использовать деньги, которые должны были принадлежать самим людям. Это было черное искусство или вавилонская денежная магия. Они утверждали инсайдерам, что эта технология и тайная денежная сила были даны им Ваалом, как только они проникли в британскую банковскую систему и захватили ее. Они смешались с королевской семьей и проникли, чтобы захватить все богатства, включая все основные учреждения. Некоторые эксперты считают, что Ротшильды убирали членов королевских семей, тайно отсоединенная форма тела, старая форма человеческого тела, которую мы видим повсюду и в которую мы все воплощаемся, уже не удерживает наше сознание на очень низком вибрационном уровне. Пробужденные люди буквально вырываются из формы. Таково было изначальное намерение Творца. Однако клика так просто не сдается. Настоящий план, известный только высшим членам клики, состоит в том, чтобы избавиться от старой разрозненной формы тела, уничтожив 90% населения Земли, стереть старый комбинезон, который больше не работает для них. Новый костюм, костюм человека 3,0, уже готов и ждет в подземных зданиях. Через процесс, который большинство людей даже не могут себе представить, души могут быть буквально насильно освобождены от земного притяжения, чтобы вернуться к циклу реинкарнаций. Недавно созданные, очень похожие на машины тела, решают эту проблему клики. 3D-мир превращается в 5D, к счастью, когда мы осознаем правду нашей истории, наш мир превращается в чудесное место. Благодаря этой истине мы узнаем о существовании универсального космического принципа свободной воли. Осознание этого – наша сила создавать мир, который мы себе представляем. В отличие от трудящихся в апатии. Сегодня грядет полное раскрытие информации, а также ГКР, Несара, Джесара, валюты, обеспеченные золотом, и огромные технологические достижения. Нищета и голод устранены навсегда. Все политики будут арестованы и заменены новыми временно отобранными специалистами. Люди получат доступ к правдивой информации и откровениям о кандидатах, а их голоса впервые будут учитываться при принятии решений. Мир получит все, что обещал Творец. Человечество вступит в новый золотой век мира и процветания. Люди будут относиться друг к другу, как к истинным гуманистам. В этой вселенной свободной воли даже для самого Создателя будет невозможно помочь душам, которые не постояли за себя, выдержав этот злобный захват мафии глубинного государства, становящийся все более очевидным с каждым днем.